Надеюсь, после Пекина не закончит на следующий день. Японцы на Yahoo News об успехе Валиевой. В комментариях ошеломленные пользователи японского агрегатора Yahoo News поздравили Россию с продолжением эры доминирования в фигурном катании и предрекли завтра увидеть наивысшую общую сумму в истории женского катания. Если она сможет чисто прыгать тройной аксель, Кихира, которая делает ставку на этот прыжок, не сможет вообще соревноваться. Потому что в произвольной россиянка прыгает несколько четверных прыжков. Трусова также пытается приземлить тройной аксель в этом сезоне, и когда она оправится от травмы ноги, преследовательницы вообще не будут видеть спины российских фигуристок, таких как Валиева и Трусова. Даже после короткой программы нет никаких сомнений, что Валиева – это фигуристка, которая сможет достигнуть наивысшей вершины в женском одиночном катании. Я чувствую, что в каком-то смысле Камила – это идеальное продолжение Медведевой и Загитовой. Как Трусова сможет противостоять ей? Это будет битва из другого измерения. Хочу видеть чистые прокаты обеих девушек. Россиянки потрясающие. Эта страна, похоже, будет монополистом на Олимпиаде. Даже без ошибок японки не могут претендовать хотя бы на бронзу. Россиянки действительно сильны. Есть ощущение, что ни одна другая страна их не догонит. Эра доминирования россиянок продолжается. Россия привыкла быть королевством фигурного катания, но на какой-то промежуток после Сочи Японии и другим удавалось забираться на подиум. Страна усилила своих спортсменов. Подростки, которые сейчас монополизировали первые места, представляют новое поколение. Без нескольких четверных конкурировать не получится. У Валиевой есть все, что нужно фигуристке. Надеюсь, после Олимпиады в Пекине она не закончит на следующий день и будет кататься хотя бы до 20 лет. Хочу, чтобы прекратилась тенденция в женском катании завязывать со спортом сразу после возрастных изменений в организме. Если ее произвольная будет такой же идеальной, общая оценка будет какой-то ужасающей. При чистом катании Валиева, скорее всего, получит наивысший балл в истории. Прокаты российских девочек невероятно зрелищны. Тушите свет, вечеринка окончена. Российские фигуристки восхитили иностранцев на Гран-при. За рубежом в кои-то веки признают доминирование наших девочек. Эксперты и болельщики в восторге от Валиевой, Туктамышевой и Косторной. Российские фигуристки продолжают доказывать, что им нет равных в мире. Наши девушки были настолько хороши, что даже иностранные эксперты и болельщики, зачастую настроенные скептически, не нашли к чему придраться. Более того, за рубежом пришли в восторг от мастерства наших спортсменок и их потрясающих выступлений в Ванкувере. Кажется, впервые никому и в голову не приходит отрицать феноменальные результаты россиянок. Камила Валиева была невероятна в короткой программе на Skate Canada. Ученица Тутберидзе выдала идеальный прокат с тройным акселем. Чуть больше балла ей не хватило, чтобы установить мировой рекорд. Удивительный результат для девушки, которая только дебютирует по-взрослым. Не отрицают превосходство Камилы и иностранцы. Зарубежные эксперты в восторге от феноменальной фигуристки. Тушите свет, вечеринка окончена. Валиева только что исполнила ослепительный прокат с тройным акселем в начале. Никто не сможет это превзойти, написал американский журналист Филипп Херш. Это прокат заявления Камилы Валиевой на ее дебютном гран-при среди взрослых. Трудно подумать, что кто-то помешает ей не только в погоне за одно из 3 мест в команду России на Олимпиаду в Пекине, но и за олимпийское золото тоже. Изысканный материал, написал журналист Olympic Channel Ник Макарвелл. Поразила Камилу и прославленных фигуристов. Призер Олимпиады в Турине Джеффри Баттл признался, что он фанат Валиевой. А олимпийская чемпионка Меган Дюамель восхитилась талантами юной спортсменки. Камила с чистой короткой программой, включая тройной аксель. Вы не можете отрицать ее техническое мастерство и приверженность хореографии. Только по технике почти 50 баллов. Написала фигуристка. Под впечатлением от невероятного выступления Камилы остались и зарубежные болельщики. Социальные сети полны восторженных комментариев.
Никому и в голову не приходит отрицать результаты ученицы Тутберидзе. Тройной аксель Валиевой с репоном – самый потрясающий, самый красивый, который я когда-либо видел. Это изысканно. Не припомню, чтобы хоть один фигурист его так исполнял. Я рада, что Валиева первая, сегодня она действительно заслужила. Она улыбалась на протяжении всей дорожки шагов, и это меня так радует. Это прекрасно сочетается со смыслом ее программы «Следуй за мечтой». Такое ощущение, что она действительно запечатлела это. Желаю всего лучшего Камиле Валиевой. Как можно не любить Туктамышеву? Продолжает поражать публику и Елизавета Туктамышева. Фигуристка крушит стереотипы, показывая свое лучшее катание в 24 года. На Гран-при Канады Лиза выдала безупречный прокат с тройным акселем, чуть-чуть не дотянувшись до своего личного рекорда. Туктамышевой просто невозможно не восхищаться, считает Меган Дюамель. И моя любимица. Тук. Немного тяжеловатый каскад, но как можно не любить ее? Она все еще здесь, борется, доказывает свое место в сборной России по фигурному катанию и совершенствует свое катание, написала Дюамель. Поддержали Меган и многочисленные болельщики. За рубежом в восторге от Лизы. Каждый раз, когда мы думаем, что время императрицы прошло, она возвращается с новыми силами. Туктамышева становится тем человеком, который рушит иллюзии честолюбивой сборной России. Если бы сейчас был отбор на Олимпиаду, она бы гарантировала себе место. Продюсер канадского телеканала CBC Sport Жаклин Дюри удивляется тому, что Туктамышева дебютировала на взрослой серии Гран-при еще 10 лет назад как раз в Канаде. Лизе тогда было всего 14 лет, и она победила. Дюри надеется, что Туктамышева сможет повторить свой успех и в этом году. Впечатляет то, как императрица становится второй в короткой программе в окружении фигуристок на годы ее моложе, написала Жаклин. Слава богу, Алена поменяла программы. Свою порцию лестных комментариев получила и Алена Косторная. Фигуристка устроила эффектную премьеру новой короткой программы и исполнила тройной аксель. Иностранные болельщики хвалят фигуристку за смелость. Мои восхищения Косторной. Нужна смелость, чтобы изменить программы и дебютировать с новыми всего через 3 недели после прошлых соревнований. Воздушная Алена Косторная вернулась. Слава богу, она поменяла программы, прошлые были ужасны. Ее лицо в начале, ее небольшие подмигивания. Очень красиво. Алена вернулась с ее тройным акселем и хореографией. Она снова использует свои таланты. Она такая естественная. Невероятное катание от Алены. Хочется надеяться, что и после произвольной программы иностранцы не найдут к чему придраться. А точнее, наши девушки откатают так, что не оставят им такой возможности.